Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из Smart Sender в CRM-систему Мой склад. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые контакты из Smart Sender в другие системы. Например, в Мой склад вы сможете создавать на их основании новые заказы, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender. Далее необходимо выбрать действие «Получить контакты новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Smart Sender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее переходим в раздел «Интеграции». Далее необходимо скопировать API-ключ. Чтобы это сделать, кликаем Show Key. При необходимости вводим логин вашего личного кабинета Smart Sender. После того, как ключ отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Smart Sender дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших контактов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Мой склад. Далее необходимо выбрать действие «Отправка заказов». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Мой склад к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Мой склад. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля «Мой склад», которые необходимо заполнить для отправки заказов. В эти поля вы можете назначать переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Мой склад в виде новых заказов при каждом новом контакте из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Мой склад». После успешной отправки переходим в Мой склад и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Мой склад успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!